Победы, которые достигаются легко, немногого стоят. Только теми из них можно гордиться, которые являются результатом упорной борьбы. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Вендетта. На верхней позиции начинает Доминатор, стандартная армия США. На нижней позиции дает старт Фарго, ядерный генерал Китая Тао. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что ж, перед стартом мировой серии все бойцы проявляют серьезную активность, тренируются. Фарго и Доминатор не исключение. Кстати, Фарго был близок к чемпионству два раза. В 2018 и 2021 году занимал вторые места. Доминатор в 2013 году был на третьем месте, а уже в 2016, ровно через 3 года, стал чемпионом мира. Несколько дней назад парни сыграли сет, в котором было аж 16 поединков. И вот один из них на ваших экранах. Ну что, стартуем, давайте посмотрим, что же у нас тут бойцы строят, как раз таки какие у нас билды. Есть военный завод, слева есть сапплай, справа также сапплай, казарма, электростанция, ставится бункер для защиты и быстро достаточно пропаганды. Сейчас от Фарго вышел пост и сбил дрон. Поехал Доминатор Хаммером. Хаммер, я так понимаю, что загружен, конечно, 2 ракетчика здесь есть. И поехал вперед. Вполне возможно, кстати, искать дозеры. Ну вот один дозер слева, один справа, пожалуйста, какой нравится, тот и выбирай. Идет перестрелка с постом. Пост вскрывается, ракетчики остаются. Минус Сапалтрак, я так понимаю. Да, Сапалтрак будет сейчас отлетать. Доминатор контролить надо Хаммер, конечно же, потому что Гатлинг уже наступает на пятки, можно сказать. Тут еще из бункера, при этом при всем ракетчик стреляет, высаживается Доминатор заранее. Начинается лазерлоки на Сапалтрак. Но Хаммер нужно уводить, конечно же. Ракетчики, к сожалению, погибают. Ну и уничтожается Сапалтрак. А вот Хаммер абсолютно не контролится. Почему? Потому что Доминатор занят у него тут слева. У него тут слева идет замес с Фарго, но удачи как таковой нет. Но нет дозера. Доминатор уничтожил один из дозеров. То есть все-таки атака слева-то прокатила. В принципе, справа тоже было неплохо. То есть слился пост, был уничтожен Сапалтрак. Правда, потеря Хаммеров и слева, и справа, но тем не менее. Минус дозер, минус пост, минус Сапалтрак. То есть, в принципе, атака хорошая. Побежала Лотос вперед. Вот как раз-таки чем хороша быстрая пропаганда. По крайней мере, на этой карте. Побежала Лотос, начала захватывать вышки. Тем временем 3 Хаммера. Есть разведдроны. Приезжают, и вот он, второй дозер. Здравствуйте просто. Все, Фарго остался без строителей. Настреливается по бункеру. Есть ИЦМ-танк, пытается как-то прикрыть. Но ракетчиков очень много. Один Хаммер каленый, и он сливается как раз-таки. Почти вскрыл бункер. Но ЕЦМ-ка очень хорошо помогает. И минус вся пехота, которая высадилась из Хаммера. Да как так-то? И минус Хаммер. Лазерлок, минус Сапалтрак. И атака закрывается, но сразу же идет атака слева. Лазерлоки на Сапалтраке. Перестрелка ракетчиков. Погибает, правда, Хаммер. Остался здесь только один Сапалтрак. Ну и ракетчиков, я думаю, сейчас Фарго без труда закроет с помощью Гатлинга, Оверлорда и ЕЦМ-танка. Пехота закрыта. Так, тем временем все-таки захватил себе вышку Фарго, но Лотос, похоже, что была уничтожена. Есть разведдроны на Хаммерах. Слушайте, ну какие шикарные атаки сейчас Доминатор провел-то на Фарго. Он и справа его напинал, и слева ему напинал, оставил без строителей, повредил экономику. Это ужасно, на самом деле, ужасный старт у Фарго. Он пока ничего не может толкового, в принципе, против Доминатора сделать, но тем не менее, есть маленькая армия в виде Гатлинга, Оверлорда и ЕЦМ-танка. И он как-то пытается даже какое-то некое подобие, наверное, атаки провести. Доминатор высадился, посадил ракетчиков в домике, и Хаммеры поехали вновь вперед. Минус ракетчик, и здравствуйте, казарма! Бункер скрывается. Казарма, я так понимаю, будет сейчас минусоваться. Тем временем Лотос побежала захватывать вышку. Казарма минус. Тем временем Фарго приехал на базу к Доминатору. Можно было бы убить дозер, но он пока просто стоит, раскатывает. Он пока, мне кажется, не знает, что делать. Или обороняться, или наступать. Электростанция минус. Пробивается ресурсный центр. Ух ты, Доминатор распродается. То есть вот так легко и просто. Вот так легко и просто приехал Фарго 3 юнитами и даже никаких попыток атаки-то толком здесь не предпринимая, да, не разбивая ни одного из зданий. Доминатор просто решает распродаться. С одной стороны, может быть, даже это и правильно. Юниты-то у него все далеко.
С другой стороны, возможно бы Доминатор выиграл какое-то количество времени, пока Фарго бы разбивал бы здесь эти здания, чтобы вернуться хаммерами назад и убить эту мини-армию. Но Доминатор поступил так, как поступил, он просто распродался. Тем временем опять на центре бегает Лотос, а на палец как раз таки есть разведдрон, но успевает убежать, нужно еще дроны учить, и Лотос, конечно же, вылавливать. Вот вся база сейчас от Фарго. И вот вся база от Доминатора. Вот все, что есть. Вот так вот, буквально 5:33 идет реплей, и уже вот такие события происходят. Вышка была одна Фарго минусована, вторая жива, но есть же домики. Почему Доминатор эту вышку не разбивает? Большой вопрос. Хаммеры приехали. Пробивается овер. Хаммеры вроде бы как отступают. Военный завод, Каленер, лазерлоки. Смотрите, какая ЕЦМ-ка героическая. Она почти всю пехоту здесь передавила. Есть труповоз, там красногвардейцы. Но я думаю, что они без труда закроют, естественно, этих ракетчиков. ЕЦМ танк поймал один хаммер. Нужно его убить, но отпускает Фарго. Да как же так? Отпускает Фарго двухлучковый хаммер. Ну печально на самом деле. Можно было бы убить этот юнит. А тем временем Лотос. Лотос пытается перехватить казарму. Казарма, естественно, распродается, ставится вновь новая. Я так понимаю, что дальше пойдет под раздачу сапплай и электростанция. Так, Фарго идет вперед в погоне за хаммерами. Хаммеры отступают. Наконец пробивается вышка с помощью одного ракетчика. Так, справа здесь дрон какой-то. Ну, понятно, он за хаммером здесь летит. Но Лотос каковая? Минус сапплай, слушайте, перестраивается. Точнее, у Доминатора был уже этот сапплай. Казарму он перестроил. Хаммеры вернулись, есть разведдрон, нужно ловить Лотос. Лотос забегает уже вглубь этой, даже не знаю, назвать ли ее базой. Это просто остатки, наверное, этой базы. Спамятся ракетчики вовсю, хаммеры терять вообще ни в коем случае нельзя. У Фарго хотя бы есть завод, у него, правда, нет электростанции, он работает всего лишь в один ресурсный центр. Спам очень медленный, так еще и экономики мало. Но, тем не менее, у него есть завод, он выводит юниты. Гатлинг слева, плюс красногвардеец. Естественно, добывать сейчас с этого дока не получится. Тем временем Фарго заехал, и отмена сапплая. Ой-ой-ой-ой, как же тяжело перестройка пошла. Есть спам ракетчиков, загружается вновь хаммеры и подъезжает Гатлинг с 3 лычками. Но я не знаю, против 4 хаммеров с ракетчиками такое себе удовольствие сражаться одним Гатлингом. Тут еще и Фаербейс настреливает по ЕЦМ танку, нужно беречь юниты. Лазерлоки, ЕЦМ танк, конечно, очень хорошо спасает. Лазерлоки переводятся и минус Гатлинг. Отлично, отбился Доминатор. А слева тем временем стоит Гатлинг и стрижет луки, не дает добивать Доминатору. Добывать тогда нужно хотя бы отсюда. И, кстати говоря, распродажа электростанции, но у Доминатора есть вторая. Добывать нужно отсюда. Нет здесь Гатлинга с этой стороны. Здесь только овер и ЦМ танк, поэтому можно, в принципе, здесь спокойно летать. Фаербейс, ракетчик пока прикроет, но ненадолго. Минус Гатлинг и минус красногвардеец. Так, ну а Фарго тем временем спамит. Спамит, и мне ужасно любопытно, чем же все-таки закончится эта игра. У обоих бойцов достаточно тяжелое положение, как экономически, так и по количеству зданий, по крайней мере из тех, которых можно спамить. Хаммеры приехали в атаку. И сразу же минус БМ. БМ ядерный, БМ без апгрейда, я так понимаю, на изотопы, поэтому он взрывается просто на изи. Да и ракетчики, в принципе, очень хорошо бьют технику китайца. Так, тут тем временем также есть овер ЕЦМ танк. Они едут обратно на базу. Я думаю, что Фарго сейчас будет принимать бой. Смотрите, часть поехала юнитов налево, часть идет сверху, и часть осталась на базе. Такое ощущение, что в коробочку зажимает сейчас Фарго Доминатора. Фарго решает ворваться, и сразу же потеря хаммера. И, возможно, зря ЕЦМ танк опять едет просто давить пехоту. И ведь удается. Лазерлоки и минус. Минус Оверлорд, но подтягивается еще одна группа. И сейчас сразу же замораживается хаммер. И хаммер будет до свидания говорить. Тем временем лазерлоки. И опять ЕЦМ танк давит пехоту. Ну какой контроль, Фарго, шикарно. И минус часть пехоты, лазерлоки. Похоже, что уйдет этот Оверлорд. Да, удается. Чинук прилетел, там, возможно, дроп. Возвращается еще один овер с ЕЦМ танком. Красногвардеец справляется здесь с пехотинцами Доминатора. И пробивается пропаганда. Военный завод был отменен. Все. Спамить теперь Фарго не с чего. Лазерлоки. Лазерлоки на овер. И овер выживает. Там буквально одну тычку дать надо было. Он выжил. Пропаганду не добил Доминатор, но от нее толку сейчас вообще никакого. Ну, только если с точки зрения, чтобы было меньше зданий, конечно же, тогда да.
Ну а так, от этой пропаганды смысла вообще никакого нет. Саполтраки все уже здесь откачали. И поехали вперед. Возможно, Фарго просто их сейчас поведет в качестве разведки. На дальняк просто их вести, добывать. Ну не знаю, если это того только какой-то смысл. Ну разве что только кучу саполтраков наспамить. И приехать к Доминатору, пытаться блокировать здесь казарму, чтобы оттуда не выходила пехота. Но у Доминатора нет денег. Он летает здесь на дальняк с чинуками, что-то добывает. Лазер-локи на саполтрак, кстати говоря, ну, передавить не вышло. Короче говоря, при такой экономике тут сильно ты и не наспамишь. Есть дозер, можно попробовать поднакопить на военный завод, но там Фарго. Фарго приближается и уже довольно близко к базе Доминатора. И тем временем, кстати, повел саполтраки. Да, все-таки разведка такая будет. Будет смотреть со всех сторон, чтобы нигде там Доминатор не приехал. Так... Отличный на самом деле овер. Один с Гаттингом, один с башней пропаганды. Плюс есть ЕЦМ танк. Такая группа, которая в принципе сейчас должна Доминатора убить до талого. Есть ракетчики, есть фаербейс, перестраивается казарма, другая продается. Но я даже не знаю, что должно сейчас помешать Фаргу, чтобы проиграть здесь. И как должен постараться Доминатор, чтобы победить в такой ситуации. Еще один саполтрак прикатил здесь под ресурсный док Доминатора в качестве разведки. Еще один саполтрак также едет. Ну я не знаю, но можно в принципе, наверное, все саполтраки просто погнать сюда и начать давить эту пехоту. Чем их больше, тем их будет лучше. Ну тем будет как-то эффективнее, наверное, этот процесс. Так, ну и при этом при всем закладывают сейчас в вираж оставшаяся пачка Фарго, подъезжает с другой стороны к этой самой казарме. Так, пехота вроде бы как начинает идти для того, чтобы противостоять, но она далеко от этой казармы, построить нечего, денег нет, точнее, все. И Доминатор терпит поражение. Достаточно мясной поединок получился на самом деле, прям круто. Но Доминатор дал отличнейший старт. Но вот эта распродажа, мне кажется, сыграла вот большую роль. Наверное, все-таки нужно было дать на растерзание тот военный завод или казарму Фаргу, вернуть юниты, отбиться и потом опять уже с новой силой пойти в атаку. Мне кажется, что вот эта распродажа, она зарешала вот в этом поединке. Но с другой стороны... Все случилось, как случилось, и Доминатору, наверное, виднее, как играть. Все-таки был чемпионом в 2016 году, правильно? И не мне его учить. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.